Недавно друг попросил меня выточить ему стаканчик для игральных костей. Для полного комплекта я решил сделать и сами игральные кости. Стаканчика я буду делать сразу два. Один из ствола карельской березы, второй из склеенной заготовки падука. Первым делом я придал заготовкам цилиндрическую форму в центрах. Торцевал березу я из кривого ствола, поэтому плоскость торцов получилась не перпендикулярна оси вращения. Далее заготовку я буду устанавливать в четырехкулачковый патрон, поэтому торец необходимо выровнять для его прилегания к плоскости патрона. Размеры и форму стаканчика я взял на свое усмотрение. С формой мудрить не стал, сделал усеченный конус с небольшим сужением. Выбирать внутренний массив я начал со сверления отверстия диаметром 21 мм на всю длину рабочей части сверла, это приблизительно 60 мм. Расширил получившееся отверстие резцом с ромбовидной твердосплавной насадкой и довел уже до окончательной формы специальным кольцевым резцом с ограничителем. Не знаю, как по-научному этот резец называется. Им довольно удобно выбирать внутренние полости. Его не задирает, и поверхность после него получается чистая. Однако необходимо время, чтобы привыкнуть к нему и полностью раскрыть его потенциал. После формирования внутренней полости отрезным резцом я сформировал канавку для дальнейшего отпиливания стакана от заготовки. Подровнял каемку и пошлифовал стакан снаружи и внутри, начиная со шкурки зернистостью 80 грит и закончил 320. После чего обильно нанес на отшлифованные поверхности масло. Через минут 15-20 протер не впитавшиеся остатки масла салфеткой и отпилил стакан от заготовки. Чтобы проточить донце, я заменил кулачки на патроне. Стенки у стаканчика тонкие и сильно его уже не зажмешь, поэтому для жесткости необходимо использовать вращающийся центр задней бабки. Но я аккуратно с небольшим съемом справился и без него. Стаканчики готовы. Переходим к изготовлению игральных костей. В этой коробке у меня хранится рябина, оливковое дерево и колхидский самшит. Несколько лет назад для постройки моделей судов я купил на Авито несколько чурок самшита по небольшой цене. По словам продавца, он привез самшит с Кавказа больше 20 лет назад, и все это время он хранился у него в гараже. Самшит растет очень медленно. Это видно по близко расположенным друг к другу годовым кольцам на торце. Годовой прирост составляет всего около миллиметра. Древесина мелкососудистая, твердая и вязкая. Обладает приятным светло-желтым цветом. По моим представлениям, это идеальная древесина для игральных костей. Я выбрал более-менее равномерное по цвету поленце и выкроил из него брусочек сечением 16 на 16 мм. Каких-то строгих норм по размерам игральных костей я не нашел, поэтому взял за пример кости от Монополии. Они размером 15,5 на 15,5. На этот размер я и ориентировался. Важно, чтобы все стороны кубика были равны. Из одного брусочка у меня получилось 11 одинаковых кубиков.
Теперь, чтобы не запутаться, кубики надо промаркировать и просверлить отверстия под точки. Каждая сторона кубика имеет свое количество точек от 1 до 6. Сумма точек на противоположных сторонах кубика должна равняться 7. Точки будут диаметром 3 мм. Чтобы все точки были четко ориентированы, я сделал угловой упор и установил его на координатный столик сверлильного станка. Сначала просверлил отверстия по углам, затем посередине, вдоль ребра для формирования шестерки, и в центре для формирования пятерки, единицы и тройки. Уже получается что-то похожее на игральные кости. Точки должны контрастировать на самшите, поэтому в пару к благородному самшиту для заполнения отверстий я выбрал эбен. И самшит, и эбен отлично полируются. Я нашел лобильку эбена толщиной около 4 мм, распустил ее на брусочки 4 на 4 и выточил из них чопики диаметром 3 мм, длиной 2,5-3 см. Снял фаски на торцах и начал вклеивать. Посадка получилась достаточно плотная, и по истечении 10-15 минут я отпиливал чопики от кубика и вклеивал их в следующее отверстие. Отпиливал чопики я с небольшим отступом от плоскости кубика, чтобы не поцарапать пилой ребра. Выступающие части точек аккуратно заподлицо срезал стамеской. На 3 кубиках я не стал маркировать единицу, а решил сделать на ней метку «Нечестная сделка», которая применяется в игре Монополия Империя. Можно оставить просто пустое поле на грани кубика, а можно сделать какую-то маркировку, отличную от точек. Я решил сделать крестик. Крестик отфрезеровал фрезой таким же диаметром, как и точки – 3 мм. Заполняться крестик будет также эбеновыми реечками. Закругление с торцов я сформировал полукруглым резцом близкого диаметра, постепенно подрезая уголки. Подогнал все элементы заполнения и вклеил в кубик. Несмотря на то, что игральные кости уже почти готовы, воспринимаются они пока как кубики. Магия игральных костей состоит в их тактильном ощущении и звуке. Чтобы добиться этого, необходимо отполировать грани кубиков и слегка закруглить ребра и углы. Я прошел весь цикл от 240 шкурки до скотч-брайтов 1500 грит и окунул кубики в масло. Дал ему хорошенько впитаться. Мелкошлифованный плотный самшит – это не береза, которая втягивает в себя масло как губка. Самшит вбирает в себя масло не так охотно. Излишки масла я стер салфеткой и оставил на 3 дня, чтобы поверхностный слой масла полимеризовался до состояния шлифуемого.
Перед повторным окунанием в масляную ванну кубики я пошлифовал на 2000-м обролоне. Поверхность их стала очень гладкой и приятной на ощупь. Теперь это не кубик, а игральная кость. Слышите, как они звучат, ударяясь друг о друга и падая в стаканчик? Именно этого эффекта я и добивался. Пойду сыграю в Монополию Империю с семьей. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.